Здравствуйте, у меня гадание для овнов. Гадание называется «Три случайные карты». Они действительно будут случайные, как любые карты в гаданиях, раскладах Таро. Три колоды я вам представляю. Это Таро ангелов, Золотое Таро и гигантские карты Кроули. По одной карте я вытащу из каждого набора. Как всегда, предсказания, предостережения, советы. Карты обращают внимание ваше на то, что с их точки зрения вам сейчас очень важно знать. На то, что вы игнорируете или не замечаете случайно почему-то в своей жизни. Я буду предельно краткой, с нетерпеливыми овнами. С вами только так и нужно, с вами только так и можно. В середине гадания сюрприз, начинка из сказки на ночь. Да, сказку тоже надо покороче выбирать, конечно. Итак, первые карты – это Таро ангелов. Следование ангелам, правильно, колода называется. Раз. Король кубков вам выпадает, какой-то страшно романтический мужчина. Но посмотрим, что за романтические фиги он держит в кармане. Следующая, тоже одна карта. Ну, видите, мы начали с романтики, теперь, наверное, эта тенденция продолжится и пойдет. Да, забыла вас попросить, думайте о своем, пожалуйста, задавайте картам свои вопросы. Так это гадание перестанет быть общим. Вы его притянете, вы его примерите на себя, на какую-то матрицу собственной жизни наложите и услышите ответы именно на свои вопросы. Вот это так работает. Попробуйте. Для овна следующий. Фигурная карта опять паж жезлов. Активный. Тоже человек, скорее человечек. Очень активный. Первый романтический, романтичный, второй страстный. Видите, карты все-таки нас настраивают на какой-то, по-моему, любовный прогноз или на какие-то любовные советы. Так, ну сказка, нужно вам про любовь какую-нибудь прочитать. Хотя, знаете, притчи в мире существует, их много, но очень мало их про любовь, правда? Потому что я знаю ответ, потому что любовь – это не поучительное дело, да? Это не логичное, это иррациональное занятие. И никаких выводов, никакой морали из любовной истории, как правило, вынести нельзя. И не надо пытаться, самое главное, как многие спрашивают, да? Уроки ищут в любви. Король жезлов, ну, я так называю, понятно, чтобы было всем. Два короля и паж, три фигурные карты, три мужские карты. Гадаем мы в основном женщины, поэтому будем обращать внимание на мужские персоны в вашей жизни. И я подготовила для вас сказку. И она не подходит, я боюсь. Не подходит. Она совершенно не про... Нашла. По теме. Для овна. Сказка. «Любовь мужчины» называется она. Стесняюсь сказать вам. Итак, в одно время молодая женщина хотела закрепить как бы за собой, гарантировать для себя любовь мужа навсегда. И она пошла к одному ученому старцу, какому-то, ученому, к мудрецу, правильно сказать, к мудрецу в ближайшее село. Она считала, что он волшебник, поэтому способен приготовить волшебный напиток, который она подаст мужу с едой. И таким образом она себе гарантирует вечную любовь мужа. Вот, знаете, я все время в таких историях, да, сказка, это рассказ, какое-то литературное произведение или реальная женщина ко мне обратилась, например, да,
Я все время думаю, как же ей повезло. Это, понимаете, что это же великое счастье. Вот встретить в этой жизни мужчину, с которым хочешь остаться на всю жизнь, да? И неважно, уже останешься ты или нет. Но это такая редкость. Вот именно вот эта уверенность, что именно с этим человеком ты... Потому что в основном, как гласят популярные мемы в интернете, да, бывает так, чаще всего бывает так, что вот увидишь человека, да, посмотришь на него и понимаешь, что вот именно с ним, вот с этим человеком ты мечтаешь не прожить всю жизнь, не встретиться больше никогда до конца жизни, да? А здесь наоборот, поэтому женщина счастливая. Но это так, лирическое отступление. Это для вас, если в вашей жизни вот есть вдруг такое счастье, такая любовь, такой человек, и вы нервничаете, волнуетесь, ревнуете, переживаете, и вам это кажется карой небесной, вам кажется это казнью египетской, да, такая ревность к своему мужу, например, там, к своему жениху. Нет, вы счастливые женщины. Казнь египетская – это жизнь прожить и не встретить такого человека, с которого ты хочешь рядом оставить. Вот это настоящее зло, вот это тяжелый случай. А у вас наоборот, это как раз, ну, тут для вас тем более сказка с советами. Итак, мудрец был удивлен, он отлично знал, что нет такого рецепта, нет. Но все-таки сказал этой женщине: я предполагаю, что раз ты пришла, значит, что намерение твое это очень сильное, и ты должна быть готова на многое. Готова ли ты на все, чтобы получить мужа, верность мужа, любовь мужа до конца жизни? Да, понимаю. Тогда принеси мне волос из львиной гривы, сказал мудрец. Лев? Смутилась женщина. Точно так, подтвердил мудрец. Но как я это сделаю? Лев же хищник, он меня изяде съест, то есть прежде чем я прикоснусь к его гриве. Нет ли более безопасного способа? Вот посмотрите, торг, да? Начался торг уже, цена женской любви. Нет другого способа, и я тебе гарантирую, что если ты подумаешь, то ты придумаешь, как достигнуть этой цели, взять волосы с львиной гривы. Ну, женщина это начала думать и спросила ловцов львов про поведение этих животных и узнала, что когда эти животные не гладные, сказка смешная по всем пунктам. Вот каждый абзац – это просто можно целую такую лекцию по психологии и не животных причем. И так она узнала, что вот эти львы, когда не голодные, они милые и любвеобильные животные. Это потому, что... Поэтому, чтобы находиться в безопасности, нужно в первую очередь льва накормить, и не только льва. Женщина пошла в ближайшую, куда-то пошла, в общем, в ближайшую деревню, допустим, и запаслась мясом. И так каждый день, дважды в день она подходила все ближе к львам и отдавала им мясо. И в конце концов, через какое-то время, она с этими львами стала приятельствовать. Да, нравится вам? Чувствуете, к чему мы клоним? И вот в один день лев лежал вместе с женщиной, и она играла с его гривой. Почувствовав себя достаточно уверенной, она выдернула один волос из львиной гривы. Я, знаете, когда читала, я почему-то предполагала, да, со всей своей кровожадностью, что фокус этот не прошел, что лев ее все-таки изяде съест. Нет, смысл в другом оказался. Хотя если бы я писала, я бы написала так, да. Взяла она этот волос, один из гривы, и пошла к этому мудрецу с этим волосом, подала ему волос торжественно, и она была счастлива, что
теперь уж точно ее муж навсегда останется с ней и никогда не посмотрит на другую женщину. Смысл ее затеи был в том, чтобы, значит, он не смотрел. Ученый, мудрец, посмотрел на этот волос и спросил: что ты сделала, чтобы принести мне этот волос? Ну и женщина ему рассказала, как она завоевывала доверие льва, тайна, и она узнала эту тайну, что ключ к сердцу льва лежит через желудок, как к сердцу любого существа. Я вам открою эту страшную тайну: к сердцу любого существа на планете через желудок лежит. Правда, есть существа без желудков, ну, там низшие в океанских глубинах. Вот. И объяснила, рассказала, как она терпеливо ждала момента, чтобы достигнуть этой цели. И, как вы думаете, этот мудрец ей сказал: ну вот, теперь надо с паузой выразительно прочитать. Мудрец ей сказал: твой муж не опаснее льва. И если ты будешь с ним держаться так же, как держалась со львом, ты получишь от него, от своего мужа, все, что пожелаешь. Вот такая сказка для Овна. Ну, теперь переключимся. Вам действительно выпадают карты очень такие фигурные или фигуристые. Первый герой, герой номер один. Вы знаете, вот карты любят пошутить, как и вся наша судьба, как и все наше время любят пошутить. 3 фигурные карты могут обозначать буквально 3 мужские персоны, 3 персонажа, 3 мужчин, которые сейчас играют какую-то важную роль, ваше значение в жизни. Набор может быть самый разный. Допустим, романтический герой – это, да, новый знакомый какой-то там жених, знаки внимания вам оказывает. Король жезлов – это будет, например, начальник ваш, который тоже вдруг решил вами заняться. Ну и паж жезлов – это может быть, например, ваш подросший ребенок, который тоже там куда-то поступает или приносит разные вам новости. Первым у нас вам достался король кубков. Это романтический человек, романтичный или романтический мужчина, либо он романтичный, эмоциональный сам по себе, возможно, он принадлежит водной стихии. Вспомните-ка, есть у вас такие герои на примете, которые родились под знаком рака, скорпиона или рыб. Ох, я могу сказать, что огненным настоящим овнам, проводникам истинного пламени, с водными людьми ужасно тяжело, скучно, вязко. Но судьба не спрашивает нас, да, как правило, кого нам посылать. Вот. Поэтому в любом случае это человек, от которого вы получаете эмоции, который почему-то вам показывает свои эмоции, либо признается в любви, либо признается вне любви. Чаще всего это одно и то же, потому что мы знаем, что подсознание не знает частицы «нет», да, не понимает. То есть если мужчина говорит «я на тебе не женюсь», это то же самое, что и он говорит «я на тебе женюсь». Странно звучит. Если хотите, напишите в комментариях вопросы. Я всю эту систему расскажу в каком-нибудь своем видео в рубрике «Вопросы и ответы». Вот, то есть вам придется напрямую носик к носику столкнуться с чувствами, с проявленными, показанными эмоциями какого-то мужчины. И, как правило, это эмоции, да, какие-то романтические претензии, тоже романтические его к вам. Король кубков может вам обещать и, в принципе, новое знакомство, какую-то новую персону рядом с вами. Но тоже речь о любви, речь о каком-то внимании. Это может быть и приглашение на свидание, может быть и приглашение более какое-то, ну не знаю, серьезное или содержательное. Дальше. Паж жезлов. Давайте рассмотрим тоже фигурное значение карты. Это молодой человек. Молодой относительно, то есть человек, который моложе вас. Он
почему-то вмешивается сейчас в вашу жизнь или приносит вам какие-то новости. Поэтому я упомянула, что это может быть ваш ребенок. Ребенок приходит домой и объявляет, допустим, не буду поступать в этот вуз. Мне кажется, сейчас время, когда выбирают вузы, да, вот. А решил там поступать, не пойду на ветеринара, пойду на космонавта учиться. Ну, то есть вот какая-то такая история. Но во всех случаях карта это очень живая, оптимистичная. Карта это говорит, что вот это, наверное, тот случай, может быть, редкий случай, когда Овну не приходится двигать все паровозы самому. Вам не приходится, потому что находятся люди, которые не от вас ждут действий и новостей, а которые приносят новости сами и вас куда-то увлекают. Мне кажется, это прекрасно для всех пассионариев, это момент отдыха и вообще мечта, чтобы кто-то что-то решил. Вот. Это может быть предложение и о работе, это может быть предложение об учебе, какой-то творческий проект вам предлагают, поездка, бизнес. То есть это на самом деле очень карта, которая вселяет оптимизм. Она сообщает и вам соответствующие там энтузиазм, что ли, к жизни или к работе. Вот такие вот новости. И король жезлов, тоже же снова мужская карта, видите, которая объединяет первые две. Это снова, да, мужской портрет, король жезлов, это какой-то активный огненный мужчина. Судя по тому, что он огненный, он связан с вами работой или делами, или вообще вот, ну, какими-то социальными проектами. И еще эта карта все продолжает, все очень оптимистично продолжает, но имеет отношение, да, действительно к работе и, ну, и ко всяким серьезным, продуктивным, конструктивным, взрослым и серьезным занятиям. Поэтому в целом в этой троице мы, например, можем увидеть одного человека, который деловой и при этом вам симпатизирует, и поэтому вот вам что-то предлагает, приходит и говорит: на, возьми эту должность, на, возьми это дело, на, возьми эту путевку на Мальдивы, на, возьми эту квартиру в центре Таганрога. Ну вот понимаете, да, то есть это такая, в целом, три карты описывают очень активную мужскую энергию, смешанную, она и деловая, она и любовная, направленную к вам. То есть ждите либо наплыва женихов со всех сторон, вам один работу предлагает, другой замуж, либо это действительно просто три карты объединяют три стороны портрета, три стороны личности одного и того же человека, который вдруг появляется рядом и готов все сделать за вас, все сделать для вас, не просто помочь, а как будто бы он хочет впрячься и ну, вот эту вот тяжелую вязаночку вашей ответственности и вашей жизни за собой как-то потащить. Вот. Поэтому это три карты прекрасны, они как будто бы переключают внимание Овна с себя. Невозможно, ничто я говорю, ну нет. Невозможно переключить внимание Овна с себя на что-то еще, тем более на кого-то еще. Но этот человек пытается, вот где-то рядом с вами, либо он есть сейчас, и вы его, тем не менее, не замечаете, игнорируете или пытаетесь как-то уйти вот от его внимания, либо этот человек должен или хочет скоро появиться в вашей жизни. Вот-вот он подтянется. А вы знаете, чего здесь нет? Вроде бы я вот одиноких женщин Овнов, да? Я прошу прощения. Одиноких женщин Овнов старательно порадовала, вот если вы рассчитываете, да, на новую встречу, на какую-то активность мужчины по отношению к вам, это, кстати, и бывший, может быть, который вдруг пишет и приезжает. А чего здесь нет? Вы заметили, да? А здесь нету мечей, но это хорошо, это значит, что нет ссор и кризисов, но здесь нет пентаклей.
Поэтому не надо вот этого мужчину пытаться, как вот эта вот женщина из этой сказки. Вы поняли, да? Вот сейчас сказка пригодилась. Я поняла, почему она выпала вам. Вот сочетание с этими картами. Вот этого мужчину, который сейчас вас готов просто одарить чем угодно, от комплиментов до там, карьеры, не надо этого мужчину пытаться привязывать к себе на всю жизнь. Здесь нет пентаклей, здесь нет серьезных намерений. Здесь нету предсказания о времени. И никто вам не обещает, что это будет серьезно надолго. Как правило, вот эти вот люди, которые с кубками, с жезлами являются в вашу жизнь, как раз-таки довольно быстро исчезают. Ну вот если специально не варить приворотного зелья, да, какого-то. И, собственно, они и приходят в жизнь не для того, чтобы в ней надолго задержаться. Это скорее люди-преобразователи. Король кубков приходит, чтобы заставить вас поверить в любовь или полюбить самой, понять, что вообще такое понятие, такое явление на свете, в мире существует. А вот эти персонажи по жезлам, так это вообще страсть. Они меняют жизнь, они меняют ваши взгляды на жизнь, меняют, возможно, взгляды на себя, самооценку вашу и жизненный путь. Но ни в коем случае ничего скучного, обременительного, то есть никаких взаимных обязательств. Спасибо и увидимся.